Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас простой рецепт картофельных лепешек. Большим плюсом данного рецепта является не только простота приготовления, а и то, что лепешки жарятся без масла на сухой сковороде. Итак, смешиваем 1 яйцо, 1 чайную ложку соли с горкой, половину чайной ложки сахара. Чуточку взбиваем. Добавляем 400 мл кефира, 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. В 2-3 этапа вводим 600 грамм пшеничной муки. Сперва вмешиваем половину. Затем просеиваем остальную муку и добавляем к ней 1 чайную ложку с горкой соды. Введение соды в муку сделает лепешки более нежными и воздушными, а сода погасится в процессе расстойки. Замешиваем тесто. Оно очень липкое, но так и должно быть, муки достаточно. Накрываем и оставляем тесто отдохнуть где-то на 20-30 минут. Вмешиваем еще где-то 50 грамм муки. Тесто должно быть очень мягким и немного липким. Из этого количества получится 4 большие лепешки диаметром 28 см или 6 лепешек диаметром 24 см. Лучше в самом начале разделить тесто на нужное количество частей. Раскатываем тонкую лепешку, переворачивая в процессе раскатки и подсыпая муку, чтобы тесто не прилипало. В качестве начинки у меня сегодня картофельное пюре с укропом, плюс грибы и сыр. Начинку можно взять любую, но лучше, когда она сочная и слегка пересоленная. В моем случае сочность дают грибы и сыр. Если просто делать с картофельным пюре, то лучше лепешку смазывать кетчупом и добавить пассерованный в сливочном масле лук. Слегка защипываем края. Раскатываем, подсыпая под низ муку, чтобы лепешка не рвалась. Чем тоньше раскатать, тем вкуснее. Жарим на сухой сковороде без масла где-то по 10 минут с каждой стороны под крышкой на среднем огне. Каждую лепешку смазываем сливочным маслом. Весь процесс занял 1,5 часа. Вот какие они мягенькие и вкусные, особенно когда много начинки. Приятного аппетита и до скорых встреч!